Приветствую вас на канале Wow Nails Design. Мне, как и многим мастерам и не мастерам, очень было любопытно опробовать на себе новый набирающий популярность корейский маникюр Aurora Nails с использованием битого стекла и втирки Аврора или Русалка, как ее еще называют. У нее может быть много названий, и в этом видео я поделюсь процессом освоения пробы данного дизайна. Я подумала, сейчас побегу и куплю в ближайшем магазине всяких разных оттенков битого стекла. Но не тут-то было, оббежала все ближайшие магазинчики ногтевые, и нигде нет в продаже битого стекла. С Алиэкспресс я, конечно же, заказала много всяких разных, но придут они через месяц, а то и через 2-3, и поэтому буду довольствоваться из остатков прошлых лет битого стекла. Оно у меня немного мятое, два варианта более мягких, голубое и розовое, и голубое более жесткого варианта. Я остановилась на розовом варианте битого стекла, более мягкого. Для нарезки битого стекла очень важно, чтобы были хорошие, очень острые ножнички. Я нарезала полоски из битого стекла шириной 3 мм, и для ноготка на большом пальце я вырезала по форме 3 полосы. Опущу сам процесс маникюра, он у меня уже сделан. Обезжириваю хорошенько ноготок, пододвигаю пушером кутикулу. Для хорошей сцепки ногтевую пластину промазываю ультрабондом или он же бескислотный праймер, и затем втирающими движениями наношу базовый гель, просушиваю его 30 секунд. Далее для наращивания буду использовать очень интересный полигель, термополигель. Он меняет цвет от прозрачного молочного до ярко-фиолетового. На кончик ногтя выдавила горошину полигеля и прижала в верхнюю форму. Додавив полигель ближе к кутикуле, но не доходя где-то 1 мм, ставлю зажим, прижимаю форму, смотрю, чтобы не было воздуха, и затем, смачивая кисть в спирте либо в жидкости для работы с полигелем, под ногтем разглаживаю, разравниваю полигель толщиной где-то с банковскую карту. Так как битое стекло придется еще перекрывать хорошенько сверху, это придаст очень большой объем, и чтобы ногти не были сильно толстыми и объемными, специально выбрала плоские миндальные формы и делаю ноготки потоньше. Просушив полигель 60 секунд, убираю сначала зажимы и затем отщелкиваю, убираю формы. Полигель был фиолетовый, когда я его выдавливала, но когда ноготки просохли, они практически прозрачные с легкой такой молочной мутноватостью. Ноготки у меня получились очень тонкие, очень плоские. Именно в таком варианте их 100% нельзя оставлять, это будут неносибельные ногти. Но так как у нас будет еще слой втирки и битое стекло, которое необходимо будет перекрывать, на выходе получится необходимая толщина и архитектура. Я обтерла остаточную липкость, как правило, она под ногтем, и у кутикулы, где вот эти ступенечки. Фрезой пламя с синей насечкой на форварде на 25 тысячах оборотов убираю ступеньку, бортик у кутикулы и у боковых валиков, проходясь по очереди каждый ноготок. Подпиливаю бортики, где имеются под ногтем. И переключаясь на реверс, повторяю все те же самые движения, но уже слева направо. Пилочкой 100-180 грит выравниваю ноготки по форме. Очищаю ноготки от пыли и обезжириваю их. Вот что получается после опила. Тонкие, ровненькие, красивые ноготки. Так как близко к кутикуле я не доводила полигель формы и потом подпиливала, промазываю бескислотным праймером вдоль кутикулы, пододвигаю еще раз пушером кутикулу и базой для гель-лака обязательно прокрашу, перекрою ноготок, чтобы в будущем не было отслоек у кутикулы. Помню, что большой объем мне не нужен, потому что еще будет втирка и битое стекло. Тонкой кистью, где необходимо, дорабатываю. Если нужно, ноготок переворачиваю. Со свободного края убираю, чтобы там не было затека. Переворачиваю и ставлю сушиться в лампу на 30 секунд. Затем я перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя, подходящим под втирку. Хорошенько выравнивая ноготок, чтобы не было никаких изъянов. Ноготок должен быть идеально ровным и гладким. Просушиваю ровно 1 минуту и буду втирать вот такую втирку от Russian Nails. Это русалка,
по-разному называют производители эти втирки: Аврора, Русалка. Белая, прозрачная, с синим ярким отливом и, главное, очень мелкая. Вглаживаю, втирая аппликатором, хорошенько прорабатывая у кутикулы и у боковых валиков, для того, чтобы втирка легла монолитом и была идеально гладкая и глянцевая. Мягкой кистью тщательно очищаю от остатков втирки. Полюбуемся, что у меня получилось. Немножечко дает желтоватый такой оттенок эта втирка, но также дает безумно красивый вот этот синий блик. Опасаясь, что втирка может плохо носиться, подпиливаю торец пилкой 180 грит. Смахиваю пыль и промазываю кончики бескислотным праймером. И уже после этого перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя, хорошенько запечатывая торец. Обязательно смотрю, чтобы ноготок был идеально ровный, гладкий, не было никаких мусоринок и пузырьков. Просушиваю топ 1 минуту и примеряю битое стекло. Я вырезаю по форме, подрезаю просто уголки, и таким образом получается своего рода какой-то ромбик, стрелочка с подрезанными такими уголочками. Таким образом я примерила к каждому ноготку предварительно нарезанные мной полоски, те, что по 3 мм, и вырезала, отрезав уголочки, вот такие вот фигурки на каждый ноготок. Теперь, чтобы зафиксировать, закрепить мне битое стекло на ноготке, прокрашиваю ноготок базой для гель-лака не сильно толсто и кистью переношу на эту базу и разравниваю битое стекло. Идеально гладкой ровной полосы не получается, потому что ноготок у меня поперечный продольно изогнут. Фиксирую 10 секунд в лампе и затем заполняю пустоты под битым стеклом. Также базой для гель-лака промежуточно просушивая по 10 секунд. Заполню все пустоты со всех сторон аккуратно, перекрываю ноготок той же базой для гель-лака, придавая уже форму и архитектуру ноготка, хорошенько его выравнивая и запечатывая уже полностью это битое стекло. Просушиваю базу 30 секунд, обезжириваю ноготок и керамической фрезой кукурузка с красной насечкой слегка сверху подравниваю ноготок, если где-то какие-то уголки торчат битого стекла. И пилочкой немножечко дорабатываю форму, потому что форма могла где-то немножечко закруглиться, потому что запечаталась этой базой. Тщательно вытираю ноготки от пыли, обезжириваю. И на этом заключительный этап ноготки перекрываю глянцевым топом без липкого слоя, слегка выравнивая. Переворачиваю ноготок и просушиваю топ 60 секунд. И вот какой итог получился у меня. По-моему, очень залипательный. Этот маникюр действительно достоин внимания. Техника выполнения, конечно же, требует доработки, но вау-эффект даже при самом простом исполнении однозначно обеспечен. Не знаю, что понравилось больше мне в этом маникюре. Этот полигель интересный, меняющий цвет от прозрачно-молочного до ярко-фиолетового, когда холодные пальцы, руки. Или это сочетание переливающегося битого стекла и горящего вот этого синего блика втирки. В общем, не знаю, но берите на заметку, что это безумно кайфовое сочетание меняющего цвета полигеля от температуры, сочетание битого стекла и плюс горящего блика втирки. А я напомню, не забывайте ставить лайки, если это видео вам понравилось или было полезно, мне будет очень приятно, а также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых встреч!